Привет, друзья! Иван Ургант – красавец-мужчина, ведущий, искрометный шутник, актер, музыкант, шоумен. Сегодня нет другого ведущего, который смог бы состязаться с ним в популярности. Неудивительно, что зрителям интересно знать, что происходит в его личной жизни, кто жена Ивана Урганта, есть ли у него дети. Однако он делает все, чтобы как можно меньше информации, касающейся его близких, становилась предметом обсуждения посторонних. Иван Ургант только на первый взгляд кажется скромным человеком. Ведущий Первого канала не любит выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение и не кичится своими доходами, как это делают его коллеги по цеху. Между тем, шоумену тоже есть чем похвастаться перед публикой при желании. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как живет Иван Ургант, сколько он зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Родился Иван Ургант 16 апреля 1978 года в Ленинграде. Сама судьба уготовила мальчику быть артистом, ведь его семья состояла исключительно из творческих личностей. Дед Лев Мелиндер служил в Ленинградском театре комедии. Бабушка Нина Ургант прославилась после выхода на экраны картины «Белорусский вокзал». Она служила в Александринском театре. Мама мальчика Валерия Киселева и папа Андрей Ургант тоже были актерами. Спустя год после рождения сына его родители расстались. Мама Ивана через некоторое время вышла замуж за актера Дмитрия Ладыгина и в этом браке родила 2 дочерей. Отец Ивана, Андрей Ургант, тоже женился, и в браке у него родилась дочь. Самым близким и родным человеком для Вани всегда была бабушка. Он иногда звал ее мама, но чаще всего просто Ниной. А бабушка, в свою очередь, души не чаяла во внуке и старалась порадовать его каким-то необычным подарком. В гимназии Иван учился хорошо. Он старался не огорчать родных плохими отметками. После получения аттестата он твердо знал, куда хочет идти учиться, и в том же году стал студентом Петербургской академии театрального искусства. Причем он сумел так проявить себя на вступительных экзаменах, что был зачислен на 2-й курс. Творческая биография молодого артиста началась с постановки «Макбет», где его партнершей была прославленная актриса Алиса Фрейндлих. После получения диплома Иван стал задумываться над тем, чем бы ему хотелось заниматься. Он обладал многочисленными талантами. Владел несколькими музыкальными инструментами, играл на гитаре, фортепиано, флейте, ударных. Иван и Максим Леонидов даже записали диск, получивший название «Звезда», который разошелся приличным тиражом. Но после этого Ургант охладел к музыке. Помимо занятий музыкой, начинающий артист примерял на себя образ ведущего в самых разных клубах и барах Санкт-Петербурга. Он умел импровизировать, тонко шутить, и каждый его выход на сцену доставлял публике настоящее удовольствие. В это время он старается попасть на телевидение и вскоре уже стал ведущим информационной программы «Петербургский курьер». Успел Иван засветиться и в радиоэфире. Впервые он вышел в эфир на радио «Супер Радио», потом работал на русском радио, но больше всего его запомнили по работе на радиостанции «Хит FM». Его отличные знания музыки и ее направлений, обаятельность и коммуникабельность, опыт работы оценили руководители московского канала MTV. Вскоре он получил приглашение от этого канала и переехал в столицу. Урганту предложили вести передачу «Бодрое утро», где его соведущими были Антон Камолов и Ольга Шелест. В 2003-м Иван Ургант и Фёкла Толстая стали ведущими программы «Народный артист», которая выходила на канале «Россия». Благодаря зрительским симпатиям артист в том же году победил в категории «Открытие года». В 2005-м Иван получил приглашение от Первого канала и стал ведущим программы «Большая премьера». И карьера артиста начала стремительно развиваться. Ургант засветился в проектах «Весна с Иваном Ургантом», «Цирк со звездами», «Стенка на стенку», «Одноэтажная Америка», «Большая разница» и многих других. И везде он становился центром внимания. В 2006-м шоумен примерил на себя роль ведущего кулинарного шоу «Смак», которое до этого вел Андрей Макаревич. Своим появлением он привел в шок телезрителей, которые привыкли видеть его в комедийных шоу. Его никак не могли ассоциировать с кулинарией, поисками новых рецептов и приготовлением интересных блюд. Но оглушительная слава ждала его не после кулинарных поединков, а после того, как он засветился в проекте «Прожектор Пэрис Хилтон», где он сумел проявить все свое остроумие и обаяние. Ургант выходил в эфир этого шоу вместе с Гариком Мартиросяном, Сергеем Светлаковым, Александром Цикало.
Они обсуждали новости, отпускали шуточки на злободневные темы, звали в гости разных интересных персон, к которым приставали то с откровенными, то со странными вопросами. В 2012-м Иван стал выходить в эфир в новой передаче «Вечерний Ургант», которая быстро приобрела популярность и свою аудиторию. Эта передача продолжила традицию прожектор Пэрис Хилтон и также приглашает в гости звезд из Голливуда. Однако формат этих встреч несколько изменился и сейчас соответствует западному Late Night Show. Получается, что «Вечерний Ургант» сумел опередить всех и стать первым российским найт-шоу. У Ивана, обладающего искрометным природным чувством юмора и несомненным обаянием, всегда было немало поклонниц. Первый раз он связал себя узами брака достаточно рано, в 18. Родные категорически были против этого брака, доказывали ему, что это несерьезно. Но Иван не послушал никого и отправился в ЗАГС с Кариной Авдеевой. Они познакомились случайно на одной из вечеринок. Спустя 1,5 года стало понятно, что их семейная жизнь не задалась. У них абсолютно не было средств к существованию, они еще учились, не имели ни работы, ни постоянного дохода. После развода девушка оставила фамилию мужа, однако в скором времени снова вышла замуж. Более серьезным и продолжительным в биографии Ивана Урганта стал роман с Татьяной Геворкян. Они познакомились, когда Ваня пришел работать на канал MTV, где Татьяна уже строила свою карьеру ведущей. К началу романа их подтолкнула совместная поездка в Португалию, откуда они вернулись уже охваченные взаимной любовью. Иван и Татьяна начали встречаться, потом стали вместе жить, но на предложение Урганта стать его женой Татьяна отвечала отказом. Их семья просуществовала около 5 лет, а потом каждый из них пошел своей дорогой, и свадьбы, которые уже ждали все их друзья и знакомые, так и не случилось. Ургант тяжело перенес расставание с Татьяной, но все изменила встреча с бывшей одноклассницей. Случайная встреча Ивана и Натальи Кинадзе круто изменила их личную жизнь. Встреча всколыхнула их старые чувства, они начали встречаться, а потом стали жить вместе. Очень долго они не регистрировали отношения, и даже рождение дочки Нины не подтолкнуло их к тому, чтобы пойти в ЗАГС и зарегистрироваться. Иван, видимо, понял, что встретил женщину своей мечты, с которой хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь, потому что на все вопросы, касающиеся его личной жизни, отвечал, что женат первый и последний раз. Только спустя 7 лет после рождения Нины Иван и Наталья решили официально оформить свои отношения. Возможно, из-за того, что на свет готовилась появиться вторая дочь Валерия. У Натальи 2 детей от предыдущего брака – сын Нико и дочь Эрика. Дочку Наталья забрала после развода и приехала с ней в Москву, а сын остался с отцом и сейчас живет в Санкт-Петербурге. К Эрике Иван всегда относился как к своему родному ребенку. Возможно, это объясняется тем, что он очень любит свою жену, и эта любовь распространяется и на ее дочь. Иван Ургант владеет большим количеством элитной недвижимости. Ему принадлежит особняк в 3 этажа, расположенный в поселке Горки 10 на Рублевке, стоимость которого составляет более $7 миллионов. Также Ургант является собственником 2 квартир в Москве, апартаментов площадью 267 квадратов в комплексе «Клубный дом» на Смоленском бульваре. Их стоимость оценивается в $3 миллиона. И 2-ярусной квартиры в башне Меркурий, Москва-Сити за 95 миллионов рублей. Еще за ним числятся апартаменты в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова. Их цена составляет 40 миллионов рублей. Есть у шоумена и зарубежная недвижимость – вилла на итальянском курорте Форте де Марми, однако ее точная стоимость не афишируется. На всю эту собственность ведущий вечернего шоу заработал самостоятельно, ведь на Первом канале он получает весьма прилично – 3 200 000 рублей в месяц. Кроме того, Ургант часто ведет корпоративы и различные мероприятия, и ценник у него весьма приличный – от 50 000 евро за вечер. Часто Ивана можно увидеть ведущими различных музыкальных и кинопремий. Гонорар за одно такое мероприятие равен 1 миллиону рублей. Самой запоминающейся работой ведущего в кинематографе является фильм «Елки». На протяжении многих лет в канун Нового года Иван предстает перед зрителем в образе Бориса Воробьева. Помимо «Елок», как актер, Ургант запомнился зрителю по фильмам «Неваляшка» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». За один съемочный день Иван Ургант получает 300 000 рублей. Дополняют основной заработок Ивана доходы от рекламных контрактов. В разное время Ургант сотрудничал с Тинькофф банком, Альфа-банком, сотовым оператором Мегафон, производителем молочной продукции Актимель. Суммарно за сотрудничество с данными компаниями шоумен получает $300 000 в год. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!